Всем доброго времени суток. Наверняка каждый из вас сталкивался с ситуацией, когда необходимо было сделать гипсовую деталь для макета уникальную, либо же скопировать существующую. И в этом видео я расскажу о том, как сделать недорогую силиконовую форму для получения гипсовой отливки. Поехали! Для изготовления формы нам понадобится силикон, крахмал, алебастр, какой-то крем для рук или вазелин. Я вот буду детский крем использовать, резиновые перчатки, что-то из чего можно будет сделать опалубку. Ну и сама деталь, с которой мы будем снимать форму. Итак, начинаем делать массу. Для этого берем силикон. И теперь буду по чуть-чуть добавлять крахмал и хорошо размешивать до тех пор, пока масса не перестанет прилипать к рукам. В результате вот у меня получилась такая масса. И теперь ей можно делать форму. Но перед этим нужно нанести разделяющий слой на заготовку. Я для этого буду использовать детский крем. Вот. Также можно использовать вазелин, крем для рук любой. И теперь можно делать форму. Для этого готовую массу я налепляю поверх заготовки. И для того, чтобы в процессе отливки деталь у нас не потеряла форму, поскольку силикон все-таки пластичный, я сейчас сделаю опалубку и сверху залью уже алебастром. И не дожидаясь, пока высохнет, силикон заливаем постель. И все, теперь оставляем нашу форму высыхать. И приблизительно через сутки снимаем опалубку и отделяем форму. И вот такая заготовка у нас получилась. Когда она еще немножко подсохнет, можно будет ее вынимать из постельки, для того, чтобы удобно было вытаскивать уже отливки. Ну что ж, давайте попробуем сделать отливку. Ну что ж, вот наша отливка застыла. Теперь давайте попробуем ее вытащить. Для начала мы вытаскиваем саму форму из постели. Аккуратно, понемногу с каждого края, так, чтобы не сломать саму деталь. И после того, как мы вытащили, у нас, в принципе, должна она легко уже отделиться отливка. Ну что ж, вот такой портал у меня получился. В принципе, доработать его придется немножко. Но, с другой стороны, учитывая цену всего вот этого, я считаю, оно того стоило. Если вам нужно изготовить одну, две, три, то есть не массовое какое-то производство, ну там до 5-10 форм одинаковых, это вполне можно сделать. Значит, я еще сделал вот для двухпутного тоннеля такую форму. И в процессе я понял одну вещь, что если сделать форму достаточно ровную сторону и достаточно толстые стенки по краям, то постель можно не делать, а заливать непосредственно уже вот в такую форму. И это избавит вот от сложной процедуры извлечения формы из постели и дополнительно изготовления самой постели. Надеюсь, информация была полезной. Спасибо, что смотрели. Не забывайте подписываться на канал. Не забывайте включить колокольчик, чтобы вовремя получать уведомления о новых видео. Всем удачи. Пока-пока.